Всем привет! Мы продолжаем вязать нашу сумочку. Сегодня займемся подкладом. Подклад вяжется, как и наружная часть, начиная с треугольника. Схема треугольника аналогична схеме наружной части. Обратите внимание, я вам ставлю две схемы. Слева схема треугольника для наружной части, там где мы вязали укрепленными столбиками, а справа схема треугольника для подклада. Подклад мы вяжем без петли подъема, обыкновенными столбиками без накида. Поэтому в схеме для подклада есть один дополнительный ряд с прибавками. Когда вы смотрели урок, как вязать усиленное полотно столбиками без накида, там я показывала, что размер образца, связанного обычными столбиками без накида, меньше, чем размер образца, который связан укрепленными рядами. Поэтому и здесь, когда мы будем вязать подклад, нам придется связать один лишний ряд расширения. Больше рядов расширения вязать не нужно. До нужного размера мы потом увеличим обыкновенными рядами со столбиками без накида, без прибавок. Показывать вам, как вязать треугольник от самого начала я не буду. Если вы справились с треугольниками наружной части, то здесь у вас не возникнет никаких сложностей. Но я вам покажу несколько последних рядов задней части, где мы будем провязывать отверстие для кармашка. Давайте приступать. Для начала вот у нас схема треугольник с отверстием для кармашка. Вот я провязала первые 17 рядов задней половинки, и теперь мне нужно сделать отверстие для кармашка вот с этой стороны, вот здесь. Для начала нужно довязать ряд до этого места. Провязываем 18 столбиков без накида. В углу 2 прибавки. Далее 31 столбик без накида до следующего угла. Снова 2 прибавки в угол. 4 столбика без накида. Вот мы довязали до нашего будущего отверстия. Набираем 20 петель цепочки. Пропускаем 20 столбиков без накида. И в 21 столбик провязываем столбик без накида. Вот наше будущее отверстие. Один столбик здесь провязан, значит здесь еще 6 столбиков без накида, чтобы добраться до угла. Провязали. Две прибавки. И столбики без накида до конца ряда. 13 штук. Вот получился наш треугольничек и наше будущее отверстие. Следующий ряд нам необходимо провязать до этого места, а вот здесь столбики без накида вязать в петли цепочки. Провязываем 19 столбиков без накида, 2 прибавки в угол, 33 столбика без накида, 2 прибавки в угол, потом 5 столбиков без накида вот здесь вдоль столбиков, а потом 20 столбиков без накида вдоль петель. 8 столбиков без накида, 2 прибавки, 14 столбиков без накида до конца ряда. Давайте я провяжу и покажу вам. Вот я провязала. Вот наш кармашек. Уже формируется, хорошо виден. Довязываю по схеме оставшиеся 2 ряда, а потом возвращаюсь к вам. Я довязала наших 2 ряда. Хорошенько потяните во все стороны и разгладьте свой треугольник.
Теперь берем выкройку, которую мы делали, когда вязали наружную часть. Кладем наш треугольничек сверху. Обратите внимание, он явно все еще меньше, чем наша выкройка. Здесь как минимум не хватает 2 рядов. Треугольник подклада должен будет натягиваться плотно на нашу заднюю пластиковую часть, но все равно, как вы видите, как его ни тяни, его не хватает по размеру. Это нормально, так и должно быть. Если вы вязали чуть менее плотно, возможно, у вас здесь хватит 1 ряда, но скорее всего вам придется довязать еще 2. Довяжите ряды так, чтобы сравнять размер нашего треугольничка с размером нашей бумажной выкройки. Добавлять в этих рядах столбики без накида уже не нужно. Никаких прибавок в углах не делайте. Просто вяжите столбики без накида. У вас будут ряды по 123 столбика в каждом. Сейчас я провяжу и покажу вам, что у меня получилось. Я провязала 2 ряда столбиками без накида. Как вы видите, наша деталька хорошо подходит по размеру. Чуть-чуть она меньше, возможно, буквально там на миллиметрчик. Это нормально, лишний ряд и вязать не стоит. Еще такой момент. Вот эта часть кармашка, я заметила на первой сумочке, сильно растягивается. Здесь край держится хорошо, потому что здесь мы набирали цепочку, она жестче, а вот эти столбики тянутся. Поэтому я вам советую вот здесь по краю проложить коричневой ниточкой, можно стебельчатым швом, например, такой декоративный шовчик, полосочку, чтобы он лучше держал край. Сейчас я попробую и покажу вам результат. Вот как у меня в итоге получилось. Очень здорово, мне нравится. Во-первых, это и выглядит достаточно симпатично, такой контрастный шовчик. А во-вторых, это функционально, то есть оно лучше держит край, он так не тянется. Так что идея отличная. Тоже проложите такой шовчик по краю. Далее нам нужно сделать вставочку пластиковую в текстильном чехольчике. Для начала берем нашу выкройку бумажную и вырезаем детальки. 1 из пластика, 2 из изолона или фоамирана, что у вас там есть. У меня вот такой тоненький изолон был. Такой толщины мне вполне достаточно. Я не хочу, чтобы она много места съедала внутри сумки. Складываем вместе. Лучше всего отметьте, где у вас верх, и серединку низа тоже пометьте. Я все пометки и на изделии, и вот на этих детальках делала исчезающими чернилами. Эти стержни исчезают, если их нагреть. Я потом просто феном горячим на них подую, и они все пропадут. Так вот, складываем вот такой сэндвич. Мягенькая часть, пластиковая, мягенькая. Вот такой у нас получается бутерброд. Тоже пока в сторонку. Теперь нам нужно сшить чехольчик для нашей вставочки. Мы берем нашу бумажную выкройку, складываем ткань в 2 слоя, прикладываем, обрисовываем по краю, помечаем, что где-то отсюда до сюда у нас должно быть отверстие. Припуски делаем где-то полсантиметра и прострачиваем на машинке, либо шьем вручную по всей линии. Получается вот такой чехольчик. Обратите внимание, что если у вас ткань тянется, например, как у меня, это трикотаж джерси, то вы выкраиваете без припусков. То есть я вырезала вот детальку без припусков, а потом отступила полсантиметра и проложила свой шов. То есть мой чехольчик немножко меньше, чем наша вставочка. Но за счет того, что он тянется, пусть даже не очень сильно, и он достаточно такой тугой, но он все равно тянется. И за счет этого вот этот меньший размер чехольчика наденется на нашу вставочку. Здесь внизу я оставила отверстие. Выворачиваем наш чехольчик. И теперь внутрь нам нужно вставить вот этот наш бутерброд из 3 частей. Вот эти части могут заворачиваться, цепляться за ткань, плохо залазить. Тогда вы их вставьте потом. То есть сначала вставьте пластиковую часть,
А потом ручками заправьте вот эти части. Одну с одной стороны пластиковой детали, вторую с другой стороны пластиковой детали. В общем, ваша задача засунуть вот все вот эти 3 части в наш чехольчик. Вот что у нас получается. Вот у меня плотненько так оделся чехольчик. Отлично. Здесь снизу у нас осталось отверстие, его нужно зашить. Уже натянуть ткань и зашить. Зашивать можно потайным швом, но такой момент, вот этого края самого и вообще всей задней части у нас не будет видно. Поэтому, в принципе, можно зашивать не потайным, а совершенно обычным швом. Я вот так вот зашью, потому что все равно вот эта сторона прикроется, ее не будет видно, а пришивать потайным швом достаточно неудобно, особенно когда чехол туго натянут и нужно еще ткань натягивать, чтобы до этого шва добраться. Так что вот, зашейте отверстие, я тоже сейчас зашью и вернусь к вам. Вот я закончила. Вот такой у меня получился шовчик, вполне себе даже аккуратно. Вот наша деталька в чехольчике готова. Берем нашу вязаную часть, равняем ее по уголкам. И теперь нам нужно пришить ее к нашей вставочке. Захватывайте иголочкой ткань вот отсюда, прямо с бордюра. Захватывайте заднюю полупетлю и соединяйте эти части. По всему периметру нужно пройтись и очень хорошо плотно пришить. С пришиванием, я думаю, вы тоже справитесь сами. Я сделаю это за кадром. Покажу вам результат. Наша вставочка готова. Я пришила к ней вязаную часть. Все отлично держится. Кармашек работает. Теперь будем вшивать молнию. Молнию будем вшивать поэтапно. Сначала крепить ее к подкладу, а потом уже к наружной части. Давайте все по порядку. Для начала отметьте себе серединки сверху и снизу. Измерьте вот здесь аккуратно, чтобы было одинаково. У меня получилось по 26 сантиметров, каждая из них. Фактически это означает, что мне подошли бы замочки 30 сантиметров длины, чтобы их полностью здесь пришить. И еще лишние 4 сантиметра это вот здесь на стыке сделать красиво. Мне бы как раз хватило. Но бежевого цвета замочков 30 сантиметров в этот раз не было, поэтому я брала все 50. Но это не страшно, я просто буду их укорачивать. Вот такие у меня замочки по итогу. Здесь стоят вот такие бегунки. Я их хочу заменить на вот эти. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Для начала расстегиваем молнию. Эту часть откладываем. Возвращаем бегунок в начало. Обратите внимание, видите, здесь такой разрезик сверху между двумя пластиковыми деталями. Вот именно сюда снимается бегунок. Вот я его сняла. Теперь берем металлический бегунок и одеваем его тем же путем. Оделся. Возвращаем его вниз. Все прекрасно. Бегунок работает. Все отлично. Точно так же меняем бегунок на второй молнии. Обе молнии готовы. Теперь будем их пришивать. Наша задача вот здесь снизу расположить 2 молнии впритык друг к другу. То есть одна должна начинаться вот прямо отсюда, а вторая прямо отсюда. Вот так впритык. Здесь немножко вот эти пластиковые кончики, конечно, мешают, и у нас здесь миллиметр где-то расстояние. Это не страшно, так и оставляем. Но вот здесь нам нужно, чтобы они вот прям упирались друг в друга. Пришиваем таким же обыкновенным швом.
Просто таким же вот швом, как мы вязаную часть прикрепляли, захватываем ткань и захватываем замочек и пришиваем по краю, не до самого конца, примерно вот до сюда. Вот здесь край мы будем укорачивать замочек, подворачивать его кончики и потом уже пришивать всю вот эту часть верхнюю. Вам нужно дошить только вот где-то примерно до этого места, а там уже мы с вами. Вот я пришила, обратите внимание, я здесь даже скрепила немножко замочки, чтобы точно они не разъехались. Вот пришила одну сторону и вторую, примерно так до верха. Теперь прикладываем замочек, отмечаем. Точно так же второй прикладываем, отмечаем. Мои замочки очень длинные, мне нужно их укорачивать, поэтому примерно до сюда мне нужно укоротить. Но мне нужен еще примерно вот такой кусочек без зубчиков, чтобы сформировать красивый стык между замочками. И с одной, и со второй стороны одинаково нужно. Как укоротить замочек? Для начала расстегиваем его, смещаем наш бегунок сюда. Затем вот эти примерно сантиметра на 3, вот такой кусочек примерно, зубчики нужно убрать и здесь, и здесь. Я вижу, что вот этот зубчик попадает как раз на край, скорее всего, его тоже нужно будет убирать. Но это я уже посмотрю, когда вот здесь все очищу, замочек обрежу, тогда я еще раз приложу и посмотрю, мне нужно еще удалять зубчики или нет. Как удалить отсюда аккуратно зубчики? Потренироваться лучше где-нибудь подальше на кусочки. Берем кусачки. Для начала срезаем вот эту верхнюю часть зубчика. Опс, вот она отлетела. Теперь у нас остались вот эти части. Их нужно не срезать, а как бы зацепить и снять. О, получилось! С обратной стороны тоже легко теперь снимется. Вот мы убрали один зубчик. Видите? Все аккуратненько, мы не задели эту ткань. Просто убрали зубчик. Давайте еще раз покажу. Срезаем верхнюю часть. Потом очень аккуратно снимаем вот эту часть. У меня здесь даже получилось целиком ее снять с обеих сторон за один раз. Вот. И нам нужно освободить вот так вот от зубчиков вот здесь где-то примерно 3 сантиметра. И с одной, и со второй стороны замочка. И точно так же вот здесь от этой метки вот примерно тоже вот такой кусок. Лучше вы освободите побольше, чем вы освободите поменьше. Не поленитесь, просто удалите эти все зубчики. Я сейчас тоже все остальные зубчики за кадром удалю, так будет быстрее и удобнее, и вернусь к вам. Вот я укоротила наши молнии. Теперь пришиваем вот здесь до конца, вот до этой точки. А теперь смотрите, вот здесь нам нужно вот так треугольничком сложить хвостик, вот здесь его обрезать и пришить. Я еще, пожалуй, вот здесь промажу клеем. Прижимаем. Лишний хвостик обрежем. И пришьем. Так. Одна сторона готова. Теперь нам нужно пришить вторую сторону.
Тоже вот здесь пришиваем вот до сюда, до центра. А здесь также складываем треугольничком. Вот здесь обрезаем и пришиваем. Получится вот такой аккуратный стык между замочками. Вот так у нас в итоге получилось. Очень аккуратный стык. И с этой стороны, и с этой. Все аккуратно. Теперь нам осталось пришить заднюю наружную часть. Вот сюда. Вот наша задняя часть. Так как она должна хорошенько натягиваться на нашу вставочку, мы проложим еще дополнительный шов. Выровняем вот здесь верхушку, выровняем вот здесь, чтобы посерединке попало. Уголки выровняем. Пропустим 3 ряда. И потом пришьем вот сюда к низу, цепляя петли 4-го ряда. Цепляйте прям аккуратненько, чтобы снаружи вот здесь ничего не было видно. И пришейте по линии вот здесь, по всей части треугольной. Пришейте. Это поможет нам натянуть наш треугольник, выровнять его. И вдобавок он будет плоским, будет прям вот держаться по этому шву, не будет выпирать, не будет растягиваться. Поэтому этот шов крайне необходим. Так, вот взгляните, я прикрепила уголочки вот здесь, прикрепила серединку низа, прикрепила верхушечку. Вот мой треугольничек держится немножко. И теперь, в принципе, мне будет удобно отвернуть вот этот краешек и вот здесь пришить вот эту часть, соединить с связанной частью. Напоминаю еще раз, отступите 3 рядочка сверху и, захватывая отсюда теле, соедините с вот этой частью. Посмотрите, вот так у меня получилось аккуратненько. Прошила по всему периметру. Все, у нас натянулось здесь вязание, аккуратная задняя стеночка. Нам осталось пришить нашу боковую стенку задней части вот сюда, к нашей молнии. Обратите, пожалуйста, внимание, не пришивайте прям вот так впритык. Да, это может быть красиво, но это не функционально, потому что ваш бегунок, когда будет ездить вот здесь и пытаться открыть вашу молнию, он либо вообще не сможет это сделать, потому что вы вообще впритык пришили туда, либо он будет задевать вот эти вот петельки ваши вязаные и постоянно их трепать, они постоянно будут в нем застревать. Поэтому, когда пришиваете, чуть-чуть от молнии отступите, чуть-чуть, полмиллиметра отступите, приложите свою стеночку и пришивайте, чтобы у бегунка был небольшой зазор, совсем чуть-чуть, и этого будет достаточно, чтобы он аккуратно ездил и ничего вам не трепал. Пришивать можно либо ниточкой швейной в цвет, то есть вот такой коричневой, если вы найдете подходящую, если же нет, можно пришивать мононитью. Это вот такая тонкая, очень-очень тонкая, толщиной с волос леска. Ее можно взять даже в 2 и пришивать. Скажу сразу, пришивать мононитью не очень удобно. Как раз из-за того, что она прозрачная. Ее не видно. Очень плохо видно, где вы проложили уже стежок, а где еще нет. Кроме того, она достаточно легко за все цепляется, крутится, в общем, куча проблем. Но зато вашего шва не будет видно вообще ни снаружи, ни внутри. Все будет максимально незаметно. Я буду пришивать вот этой тонкой лесочкой, мононитью, а вы смотрите, как вам удобнее. Все аккуратно прикладываем и пришиваем. Вот у меня все готово. Я пришила. Аккуратно получилось. Пришивала обычным стежком назад иголка. И во время пришивания проверяла, чтобы замочек хорошо открывался. Чтобы бегунки не застревали. Все, задняя часть полностью готова. Вся целиком. Подклад, замочки. Все готово. Нам осталось доделать подклад для передней части и пришить ее вот сюда к замочку. Подклад для передней части вяжется уже по знакомой нам схеме. Такой же треугольничек
Вставляю вам схемку. Вяжем столбиками без накида по кругу без петли подъема. Когда ряды треугольника довязаны, нам нужно вот здесь остальные ряды довязать просто столбиками без накида, без прибавок. И довязать нужно до такого размера, чтобы он подошел к нашей наружной части. У меня здесь получилось, что нужно провязать 11 рядов по 123 столбика без накида в каждом, чтобы сравнять по высоте и вообще по размеру наш подклад с наружной частью. Возможно, у вас получится столько же, возможно, на один ряд меньше или больше. Главное при вязании сравнивайте размер и не вяжите больше, чем нужно. Подклад должен аккуратно входить в наружную часть. Больше, чем наружная часть, он быть не должен. Теперь нам нужно пришить эту часть к замочку. Фактически нам нужно разместить подклад за замочком, наружную часть поверх замочка и пришить. Но я думаю, вы сами понимаете, что это крайне неудобно делать, когда уже замочек пришит к задней части. Поэтому я вам не зря говорила здесь брать 2 разъемных замочка. Смотрите, какой получается лайфхак. Мы отделили нашу заднюю часть полностью от наших замочков. Кстати, забавно, смотрите, у меня получились зеркальные замочки. Видимо, я когда ставила собачки, я поставила зеркально. То есть у меня 2 вот эти пластиковые детальки остались на задней половинке, а сюда перешли 2 вот такие. Но на самом деле это не важно, вы сможете открыть замочки в любом случае, потому что они разъемные, но просто забавно. Так вот, теперь мы можем вот эту детальку вообще отложить в сторону, чтобы она нам не мешала. И пришивать отдельно вот эти части к нашей передней половинке. Согласитесь, это гораздо удобнее. Теперь можно аккуратно все выровнять. Здесь поверху, чтобы попасть между рожек. Здесь по низу, чтобы в серединку попасть. А кроме того, можно даже приметать вот здесь сначала, чтобы были захвачены и внутренняя часть, и наружная. А потом уже себе спокойненько пришивать вдоль петелек. Ничто не будет мешать. В общем, такой вот лайфхак. Вшиваем мы точно так же, как и на задней половинке. Стежком назад иголка. Вшивать я буду опять же мононитью прозрачной, чтобы она не была видна ни снаружи, ни внутри. Смотрите, вот я приметала, вот куча хвостиков торчит, но зато я все хорошо заметала, застегнула обратно замочки, все проверила, чтобы у меня все точки сошлись. Теперь могу спокойно пришивать. Еще такой момент, когда будете пришивать, вот здесь, где-то вот так, кусочек оставьте, чтобы вам было удобнее застегнуть обратно замочек. А потом, когда уже застегнете этот небольшой кусочек, дошьете. Вот наш замочек. Красивый, аккуратненький. Обязательно после того, как пришьете, проверьте, чтобы у вас все аккуратно работало, чтобы бегунок нигде не застревал. Очаровательный олененок. Все, самая сложная часть позади и самое большое видео позади. Надеюсь, у вас все получилось. Пишите в комментариях, как у вас там вяжется сумочка. Нам осталось буквально сделать только шлеечку. Это будет уже следующее видео, и оно будет последнее. А на сегодня это все. Все хорошо поработали. Всем пока-пока.